Не так давно меня занесло в израильский город Хайфу. К сожалению, времени было немного, поэтому маршрут получился довольно простой. С вокзала я отправилась на Парижскую площадь в надежде воспользоваться местной подземкой Кармелит и подняться к Хайфскому зоопарку. Оттуда по аллее Луи, любуясь потрясающими видами, я подошла к верхней площадке Бахайских садов. Пройти насквозь оказалось нельзя, поэтому, погуляв там, я спустилась к средней площадке, а дальше по живописной лестнице вдоль всего города Хайфы пошла к монастырю кармелитов. Тут меня ждал спуск мимо пещеры пророка Илии на набережную и возвращение на вокзал. Хайфа – третий по величине город Израиля. Говорят, что в Иерусалиме молятся, в Хайфе работают, а в Тель-Авиве отдыхают. Действительно, это крупный портовый город, всегда был центром торговли и главными морскими воротами страны. А сейчас в нем активно развивают высокие технологии, и многие IT-компании считают своим долгом открыть здесь свои офисы. Весной он прекрасен цветущими повсюду деревьями разных видов. И меня, конечно, впечатлили вот эти. Это Диллоникс, или огненное дерево. Их родина Мадагаскар, но и здесь, в Израиле, они чувствуют себя прекрасно. Невероятная насыщенность цвета и аромат. Мне они чем-то напомнили одесские акации. Мой маршрут вначале лежит через нижнюю часть Хайфы, так и называющуюся Нижний город. Она до сих пор заселена в основном арабами и долгое время считалась самым преступным районом. Но в 2003 году сюда были перенесены многие правительственные здания, и он получил новый виток своего развития. Например, здесь находится знаменитый небоскреб «Парус» и первая станция подземного трамвая «Кармелит». Каково же было мое разочарование, когда я узнала, что из-за пожара подземка не работает и нужно идти на автобус. Благо тут же проходит маршрут номер 3, на котором можно подняться к верхней станции Кармелит. Билеты удалось купить прямо у водителя, и пока мы едем, расскажу вам о Хайфе поподробнее. Как ни странно, несмотря на свой современный вид, это довольно древний город, основанный еще римлянами. Долгое время он развивался как портовый придаток Акка у подножия библейской горы Кармель. Сама гора знаменита тем, что практически внутри нее в пещерах жил и беседовал с Богом пророк Илия. Позднее она стала домом для ордена кармелитов и почитается как святыня. Вокруг нее так и расположились национальные поселения евреев, арабов, англичан и немцев, которые разрастались, постепенно в итоге став районами и объединившись в целый город. Интересно, что в отличие от большинства приморских городов, в Хайфе дома чем дальше от берега, тем престижней. Это можно наблюдать даже по строениям. Чем выше мы поднимаемся на нашем автобусе, тем красивее вид и чаще попадается элитное жилье. Эта особенность обусловлена историческим развитием города. Традиционно внизу были бедные арабские кварталы, а строительство шло вверх, где сейчас живут большинство успешных израильтян. Ну вот я и приехала. Тут рядом находится Хайфский зоопарк, говорят, очень неплохой. Но у меня нет времени, поэтому я иду прямиком к главной достопримечательности города – Бахайским садам. Идти можно разными путями, и я выбрала самый живописный по аллее Луи. Она была построена относительно недавно, в 1992 году. А второе ее название – Балкон Израиля. Угадайте почему? Да, действительно, отсюда видно не только весь город, но и северные границы страны, вплоть до самой Галилеи. Если вы остановитесь в Хайфе на пару дней, то рекомендую здесь встретить закат. Говорят, это незабываемое зрелище. Аллея выстроена на деньги родителей юноши Луи Гольдштейна, трагически погибшего в автокатастрофе в 1971 году. Ему было всего 18 лет, и его потеря оказалась настолько непереносимой для матери, что она уговорила городские власти позволить разбить здесь парк в память о нем. Тут нет никаких монументов, только вот этот искусственный водопад и склонившаяся над своим детенышем лань.
аллегория бесконечной материнской любви и заботы. Отдохнув немного в тени деревьев, я спускаюсь к воротам на верхнюю террасу Бахайских садов. Ну, тут просто не нужно слов. Это великолепие не требует никаких комментариев, просто любуйтесь. Вот график работы садового комплекса и транспортных маршрутов, ведущих к нему. Вход бесплатный, но тщательно проверяют сумки, запрещено курить, ходить по газонам и даже есть. Верхняя площадка поражает видами на город, сквозь цветущие кусты и клумбы. Внизу сверкает красными черепичными крышами район немецкой колонии. Там раньше жили христиане-тамплиеры, которых выселили за связь с нацистами, но от них остались эти красивые постройки в немецком стиле. Бахайские сады состоят из 3 ярусов, но я так и не разобралась, можно ли как-то пройти насквозь по всем площадкам. Может быть, например, как вариант с экскурсией. Меня же с верхней на среднюю отправили в обход пешком по жаре. Это место построено и содержится силами последователей одной из новейших религий Бахаи. Ее основателем стал проповедник Баб, родившийся в Иране. Он разочаровался в исламе и написал новый закон в своей книге «Баян». Приняв в Тебризе мученическую смерть за свои убеждения, он получил еще больше признания, и новая религия распространилась по всему миру. Его последователи захоронили святые для них останки в этом храме Бабы на горе Кармель. Главный постулат их веры – это единство Бога, единство религий и единство человечества. Я прошла половину своего маршрута, и дальше мне предстоит длинный переход на другую сторону горы Кармель, к монастырю кармелитов. По дороге у меня не было времени перекусить, и в таких случаях я обычно беру в карман орешки и сухофрукты. Но вам рекомендую обязательно зайти в какое-то кафе или ресторанчик, поскольку еда в Израиле очень вкусная. Особенно мне понравились порции. Одного блюда легко хватит на 2. Например, шакшука – это яичница с томатным соусом. Тут она обычно идет с кучей закусок, булочек, салатиком из овощей и еще чем-то сладеньким в придачу. Само блюдо позиционируется как завтрак, но оказывается позавтракать в Израиле можно до 3 часов дня. А еще это первая страна, где в кофе стали добавлять кардамон и есть кактусы, точнее плоды вида апунция, они называются сабресы. Израильтяне даже шутя сравнивают себя с ними, говоря, что они такие же колючие снаружи и сладкие и нежные внутри. Подкрепившись, я продолжаю путь к монастырю Стелла Марис по одноименной дороге. Он был построен в XIX веке орденом босых кармелитов. Ядро ордена образовалось в XI веке, а в период владычества в регионе крестоносцев группа религиозных отшельников, прибывших в Святую Землю из Западной Европы, начали заселять пещеры этой области в подражание пророку Илии. Их монашеский устав отличался особенной строгостью. Кармелиты должны были жить в отдельных кельях, постоянно молиться, соблюдать строгие посты, в том числе полностью отказаться от мяса, а также значительное время проводить в полном молчании. Облачением монахов стала темно-коричневая ряса с капюшоном. Этот орден существует здесь до сих пор и очень уважается в Хайфе. Монастырь располагается прямо над пещерой пророка Илии и святым источником, бьющим из горы. К сожалению, времени зайти в нее у меня не было, поэтому я спустилась по канатной дороге в этой необычной круглой кабинке прямо на пляж. Вот из нее виден вход в пещеру. Это одно из мест паломничества христиан, иудеев и мусульман, поскольку пророк Илия почитается во всех этих религиях.
На прощание с Хайфой у меня было несколько минут полюбоваться чудесным закатом. Здесь солнце садится прямо в море, окрашивая воду и небо просто в невероятные краски. Желаю вам тоже увидеть это зрелище и полюбить этот замечательный город и страну, как я. Если вам понравилось со мной гулять в Хайфе, не забудьте поставить лайк и поддержите, пожалуйста, подпиской мой канал. А я пошла дальше, открывать для вас новые страны и города.